Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яна, и вы на канале Na'Vi Junior Dota 2. 11-й ин в самом разгаре. Миллионы фанатов, болельщиков и зрителей по всему миру прикованы к своим экранам и наблюдают за этим невероятным турниром. Ну и мы с нашими ребятами не исключение, поэтому сегодня вместе с Дейзом мы, скажем так, оценим его коллег по цеху и соберем свой тир-лист четверок этого инта. Но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и обязательно пишите в комментариях, как вам такой формат. Ну а мы начинаем. Приветик, Тамер. Привет, привет. Рассказывай, какие у тебя вообще впечатления от этого инта? Как тебе организация, продакшн? Ну, и на самом деле очень крутой. Мне нравится. По продакшну не знаю даже, что сказать. Но в целом команды подготовились серьезно. Кто смог удивить в хорошем или плохом значении этого слова? На самом деле, я бы сказал, кто меня разочаровал, в ком я был уверен. Я был уверен, что Team Spirit пройдут в верхнюю сетку и Entity, но по какой-то причине они оба в нижней. Обе команды в нижней сетке. Вот, а удивили ЕГЭ. От них мало кто ожидал, что они настолько разгромят свою группу. Ну, наверное, все. Думаю, да. А Bad Boom, к примеру, что скажешь про их игру? Ну, я на самом деле не особо фанат этой команды изначально был. Вот я не прям верил в них. То есть результат закономерный, так сказать. Хорошо. Готов ли ты к нашему тир-листу? Да. Тогда начинаем. Угу. Ну что, понеслась? Угу. Гу-гу. Первый игрок. Бабока. Куда мы отправляем? Бабока, ну... кстати, Астер, на самом деле, тоже меня удивили, неплохо вообще выступили. Вот, забыл про них сказать. Бабока такой достаточно неплохой перформанс выдает на этом интернешнле. Угу. Но не прям на тир-С. Думаю, ну, на тир-А. Между А и Б, ну, скорее А. Вот. Скорее А. Да, думаю. Хорошо. Закидываем в А. Идем дальше, Бокси. Не сказал бы, что он выделяется в ликвидах, но играет также неплохо. Они вышли в верхнюю сетку. Заслуженно тир-А. Тир-А. Уверен? Да, на 100%. Хорошо. Чуть-чуть он не дотянул до тир-С. Чуть-чуть. Самое мало. Есть куда расти? Ну, можно и так сказать. Угу. Хорошо. Крит. Так, Крит. Это один из моих вообще любимейших игроков на 4-й позиции. И на этом турнире он просто, богоподобен. Поэтому тут бесспорно, тир-С. Хорошо. Диджей. Диджей. На своих героях диджей просто солит катки Фнатику. Ну, диджей скорее уже тир-Б. Я думаю, тир-Б. Вот, я не особо его прям рейчу. Да, но чуть-чуть ему не хватило, да, как и Бокси ДС, допустим, да. Тир-Б. Правильно? Да. Хорошо. Это Гаджира, да? Гаджиев, если не ошибаюсь. Ну, Скофилд, да, либо Гаджира. Да, ну Скофилд. Скофилд его предыдущий ник. Угу. Гаджира... Не хотелось бы его в тир-Д помещать, но... Но ниже уже... На самом деле нет, но он не настолько плох. Я думаю, тир-С, тир-С он точно заслужил. Я думаю, его в тир-С можно. Он такой, у него свой плейстайл, своеобразный. Ладно, тир-С, хорошо. Кака. Они вот группы вообще идеально играли. Начало, вот первые дни. Потом, если не ошибаюсь, как это же... Да, ковид. Он тоже вроде заболел ковидом. Вот, и пока не особо понятно. Но что, в тир-А он точно должен попадать. Ниже вообще ни в коем случае. Как потный парень. Какой тир его? Тир-А. Тир-А, хорошо. Идем дальше, Катоми. Угу. Вот Ктооми на квалах, на International у тебя невероятно круто показал, но вот на этом International, я не знаю, видимо, волнение сказывается или еще что-то. Может быть. Честно, не уверен. Но конкретно на этом турнире в тир-Б он попадает. Угу. Вот, но если бы я бы рассматривал именно в сфере плей-офф, квалификации на International, он бы попал точно в тир-А своим перформансом. Угу. Ну, впереди у нас еще плей-офф, поэтому, возможно, ребята смогут себя Да, показать. все верно. Идем дальше, Мэтью. Мэтью. Ну, Мэтью вообще, они вроде даже верхнюю сетку пришли, они разрывают нереально. Мэтью, честно говоря, не особо смотрел за их играми, в частности, за Мэтью. Но, судя по всему, он, обязан быть в А, так как Тандеры всех сейчас уничтожают. Угу. Хорошо. Мирослав, да? Угу. Куда его отправляем? Мира. Это трудно, на самом деле. Нужно немножечко подумать. Да нет, зачем думать? Но Мира точно в тира. Если бы... Конечно, я верю в Team Spirit. Я верю в то, что они спокойно проходят по нижней сетке.
Я думаю, там уже в дальнейшем можно будет интерес его переместить, но в данный момент, а я сужу по данному, ну, получается, времени, я думаю, он попадает в тирам. Тир А. Мгм. То есть ты смог абстрагироваться с того, что они прошлый инт забрали, и так феноменальная, невероятная победа, и ты Да, отправил его ну, в тир А. ну, Мгм. Мира нереально плотный игрок, поэтому... Ну, чуть-чуть ДС на этом турнире не дожал. Ну, Я время думаю, еще что есть. он покажет, да-да-да. Но Манминдер мне никогда вообще не нравился, как вообще. Минутка откровений. Так, мне Да, никогда но он вообще не могу сказать так, я бы его реплея не смотрел. Мгм. Вот, все понятно. Краткая Поэтому... характеристика. Так они еще и вроде вылетели, да, они вылетели из International, поэтому вот Манминдер заслуживает тирда, так сказать. Пусть побудет тирда пока. Может, я еще передумаю. Может Там, быть, пока с да. Гаджиевым вместе. Стану тир-С. Тир-7, точнее. Следующий игрок. Куда его отправляем? Так, первый раз вообще вижу этого игрока. МСС. МСС, да. МСС. Но МСС тоже вылетел и тоже меня... Ну, на одном уровне с Мунминдером. Это североамериканский регион. Я думаю, вот МСС точно в тир-Д должен быть. Мне нравится твой критерий. Такие они вылетели, значит, даже обсуждать не будем. Значит, что? Правильно, в Д. Ну, просто там все стакается, и они вылетели, и в целом мне не нравится, ну, игрок. Вот. А что именно не нравится? Плейстайл или что именно? Ну, плейстайл, но в целом его перформанс, каким бы плейстайлом ни был. Допустим, у Каталоми плейстайл не как у меня, но все равно он очень круто играет, и мне нравится, как он играет. Я не сужу по похожему плейстайлу, ну, по моей игре. То есть я не сравниваю своим плейстайлом, я просто сравниваю по игре. Куда мы отправляем Роджера? Блин, ну, я всю жизнь был фанатом Роджера, поэтому... Ну, и он на самом деле выделяется в бэтбумах очень сильно. Мне нравится, как он играет. Он такой... Он выполняет важные макрозадачи в команде Бэтбум. А это такая команда, под которую очень трудно построиться на 4. Вот, но он справляется с своими задачами. Я думаю, точно не тир-Д. Вот думаю, между тиром С и тиром Б. Скорее он должен с Гаджиевым где-то стать в одном ряду. Тир-7. Угу. Хорошо. Сакса. Так, Сакс. Сакса. Наверное, второй по крутости игрок по секретам. Да и Тундра сейчас вроде, да, хорошо себя показывает. Посмотрим, что будет в плей-оффе. Множество фишечек у него подметил на этом турнире. Поэтому, думаю, Сакса точно должен быть в тир-С. Но, по секретам, то есть справа от критам. Так. Так, Хорошо. Тайга, да? Тайга. Тайга такой чувачок. Неоднозначный. Как бы, даже не знаю, как объяснить. А в чем его неоднозначность? В чем проявляется? Ну, супер необычная четверка. У них свой плейстайл. То есть, допустим, Сакса, да, он играет в моментах жадно, как Крит. Но Тайга играет в команде OG, а у OG все три кора супер жадные. Ему приходится играть как-то менее жадно. Я не знаю, как объяснить. Но он такой, не кор четверка. Но в целом играет он неплохо. Пока не уверен насчет какой тир его поместить. Хорошо. Если мы ставим Тайгу в тира, то и мы миру перемещаем тир-С. Между Критом и Саксой. Угу. Хорошо. Вот. Так. Верно? Да, все верно. Все, хорошо. Идем дальше. Так, следующий игрок, да, у нас? Угу. Не особо понимаю, кто это. Телекор. Телякор. Это четверка команды Хакори. Вот, я никогда не видел его на каких-либо турнирах. Это его первый турнир, насколько я знаю, да. Ну, я, кстати, не упомянул в самом начале, что Хакори это какое-то открытие. Я просто не могу поверить, как второй дивизион Южной Америки может уничтожить, лучшую команду мира, да, LGD и так далее. Там, они у всех мапы почти отжали. Так, Телякор такой, не знаю. А тира он точно не тянет. Вот. Да и, блин, как-то с Катаоми его ставить в одном ряду. Наверное, все-таки тир 7. К Роджеру, да, отправляем? Да, к Роджеру. Это Роджер вместе с Телякором. Это... Не нравится. Пойдет. Ну ладно. Пойдет. Хотя на самом деле нет, мне не нравится, да. Я хочу Телякора поставить тир Д. 100%. Переместили. Тимс? Тимс, на самом деле, потный чувак. Вот я как-то играл даже с ним ММ. Вот у него ник был Тимс Шелби. А я фанат Шелби. Фанат вообще острых козырьков. Поэтому просто из-за этого. У него еще и ник был XRP Investor. Это вот криптовалюта Ripple. А я тоже в нее вкладываюсь туда. Я вообще офигел, я клянусь. Поэтому вот чисто из-за этого, у меня есть какая-то к нему, лично, так сказать, Симпатия. симпатия, да, все верно. Поэтому, и играет он неплохо.
Тут Мгм. спорить смысла нет. Думаю, в Тирбе он точно должен быть, да. Мне нравится, как ты только что говорил, Ваня, что я оцениваю только по этому инту, а потом вспомнил про его никнеймы и про то, что Это... какой у него был Не, ник. ну Тимс это исключение. Идем дальше? Мгм. А кто Тофу. это? Тофу. Тофу? А, Тофу. Мгм. Кстати, вообще не фанат Тофу. Ну, если Плюс что, Gaming Gladiators. свободное так себе. место есть еще вот в C Да, и да, в да. D, если ты вдруг Ну, не знаешь. Да, вот Gaming Gladiators так себя на этом турнире показали. Мгм. Вот. Ну и Тофу тоже не особо выделялся. Поэтому, думаю, возле Роджера должен посидеть. По правую руку, да? Да. Угу. Хорошо, Thank you. идем. Куда ты его отправишь? Тут интересно. Ну, смотря, помыл ли он лицо свое, умылся ли он. Ну, давай предположим, что он помыл. Так, ну, Ксинкью надо подумать чуть-чуть. У меня просто пока не состыковочек в голове, куда его ставить, на тирес или тира. Мгм. Что мешает тебе поставить его в тирес? То, что я не думаю, что он на этом турнире как-то сильно себя показывал. Вот, так как мы уже упомянули ранее, ну, мы на этом мы оцениваем по данному турниру. Мгм. Ну и по никам, которые были до этого. Да. Ну, это исключение Teams. Мгм. Ксинкью должен быть пока что. Пока что. Возможно, я поменяю свое мнение. Но это уже после плей-офф, наверное. Не, нет, я бы поспорил насчет первого места. Я поставил его бы вот между Мирой и Критом все-таки. Вот так вот. Потому что Крит, ну, он слишком хорош на этом турнире, и да и в целом очень крутой игрок. Мгм. Я думаю, вот любая четверка, которая будет смотреть этот видос, она будет согласна со мной, что Крит все-таки просто, ну, зверь. Ребята, пишите в комментариях, что думаете по поводу Крита. И Да даже не последний... четверка, я думаю, многие, ну, игроки в целом. Мгм. Точнее, предпоследним остался Заяц. Куда мы его отправим? Заяц крутой парень, нереально крутой чувак. Симпатизирует мне тоже как человек, да и как игрок в целом. У него такой СНГшный стиль, такой просто пойти подраться, пойти поубивать там. Ну и в Секрет он хорошо очень вписался. У них очень сильный дуэт в оффлейне с Резолюшеном. Заяц точно должен быть в тира, точно. На тирес пока не дотягивать, немножечко. Тир А. Хорошо. Мгм. И последний игрок. Последнее мы так и не выяснили, да? Может, тогда, ну, зрители оценят, куда вообще... Кто, во-первых, напишут, кто это, да, потому что я вообще не знаю. А во-вторых, ну, оценят, куда его вообще можно запихнуть. Да, ребята, пишите в комментариях, это будет ваша помощь этому видео, куда отправить последнего игрока. Ну что, друзья, мне кажется, что наша демагогия может продолжаться просто бесконечно, поэтому именно вы в комментариях и рассудите этот тир-лист. Пишите, что вам нравится, что вам не нравится и с чем вы кардинально не согласны. Также не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был канал Na'Vi Junior Dota 2. До скорых встреч. Пока-пока.